Хорошо, третий принцип здоровых ритмов это выделить время на отдых. Особенно вот в наше время вот, качественный отдых это вызов. Вот, это вызов. Уэйн Мюллер в своей книге «Шаббат» говорит, что не отдыхая, мы сбиваемся с пути. Мы теряем компас, который указывает нам, куда идти. Мы упускаем питание, которое дало бы нам поддержку. Мы упускаем тишину, которая дала бы нам мудрость. Мы упускаем радость и любовь, рожденные в пребывании. Пребывание с собой, пребывание с Богом, с другими людьми. Да, это пребывание в присутствии. Отдых – важная составляющая нашей жизни. Вот. Но вопрос тоже в том, как мы отдыхаем. И большой, опять же, вызов нашему отдыху бросают цифровые технологии. Вот. Мы забыли, как отдыхать. Вот. Мы думаем, что мы отдыхаем за телевизором, да, вот, мы отдыхаем за экраном телефона. Возможно, да, мы ничего не делаем, и где-то вот физически наше тело вот просто вот, да, вот расслабленно отдыхает. Вот, но отдыхает ли наше сознание, да, отдыхает ли наш разум, отдыхает ли наше сердце? Вот. И на самом деле нашему телу нужен отдых, вот просто лежать, смотреть телевизор, да, вот, или ему нужно пойти прогуляться в парке. Вот. Это тоже важно. Вот. Большой, опять же, вызов для нас – это то, что в мире сейчас очень ценится занятость. Вот. Часто, да, вот звонишь кому-то, что делаешь? Я занят. Вот. Даже, может быть, и не занят человек, но вот я занят – это ценность. И люди хотят быть занятыми. Вот. Постоянно что-то делать и не уделять так много времени на отдых. И опять же, поэтому сейчас очень много людей сталкивается с выгоранием, с депрессией. Вот, потому что мир движется слишком быстро, мы не успеваем отдыхать. Вот, и особенно сейчас даже сталкиваются с депрессией молодые люди. Вот, и одна из больших проблем – это цифровые технологии, это социальные сети. Вот, это иллюзия, которую они тоже создают, эти социальные сети. Иллюзия жизни, успешной жизни. И молодые люди, они смотрят, они думают, что вот этого всего легко достичь, а на самом деле они даже не понимают, что стоит за вот теми результатами, которые люди выкладывают в социальных сетях, потому что процесс не всегда выкладывается. Вот, и это приводит к определенным разочарованиям. Вот, даже понимание труда у молодого поколения очень искажено сейчас. Вот, все как будто вот так вот дается. Вот, поэтому с молодым поколением тоже нужно об этом говорить. Вот, о том, вот, что такое труд, и вот как мы можем работать, да, вот, о привычках, да, вот, которые помогают нам быть эффективными в работе, достигать каких-то результатов. Да, в то же время, как мы можем правильно отдыхать, без всего вот этого, да, вот, без гаджетов и технологий, и интернета. Вот, хотелось бы поделиться с вами некоторыми видами отдыха из книги «Священный отдых». Сандра Далтон-Смит, она выделяет 7 видов отдыха. Вот, и вы можете для себя оценить, вот, какой отдых вы используете, да, вот, как вы отдыхаете, и вот, а где вам нужно научиться отдыхать. Вот, один, да, это физический отдых. Физический отдых, он может быть как пассивный, так и активный. Вот, кому-то, в зависимости от вашего рода деятельности, кому-то нужен более пассивный отдых после работы, кому-то, наоборот, более активный отдых. Также все зависит от вашей личности, да, вот от ваших предпочтений. Вот то, что кто-то любит отдыхать, пойдя в горы, вот кто-то любит отдыхать просто днем поспать, вот, или почитать книжку. Вот, поэтому может от этого зависеть. Ментальный отдых особенно важен для тех, кто занимается ментальным трудом. Вот, да, кто работает, может быть, там, за компьютером, кто, допустим, это аналитики, да, вот, это те, кто очень много использует свой мозг, да. Вот, не только вот, там, свои руки, да, вот, ноги, кто ходит, а реально решать какие-то сложные задачи, вот, трудные проблемы, да, вот, работать с людьми, может быть, конфликты какие-то, да, вот, и так далее. Очень важен ментальный отдых, когда нужно просто свой разум отключить.
Эмоциональный отдых тоже. Эмоциональный отдых важен для тех, кто тоже работает с людьми, вот, работает с трудными ситуациями. Вот, жизненными ситуациями, рабочими ситуациями. Духовный отдых нужен всем, как и другие, вот, но это вот время, когда мы с Богом просто, вот в Его присутствии. И это не всегда там чтение, писание, да, вот молитва и так далее, но это просто, это вот пребывание. Вот пребывание, да, это созерцание, да, это размышление о Боге, вот, и просто принятие того, что мы любимы, да, вот это провозглашение каких-то истин в нашей жизни, это просто посидеть с Богом. Социальный отдых, да, это может быть для тех, кто экстраверт, да, вот любит общение, или те, чья работа может быть связана в отстранении от людей, да, вот только там, например, за компьютером, вот, и хочется пообщаться. Вот хочется узнать, там, попить с кем-то кофе, да, вот поиграть в настольные игры. Я очень люблю играть в настольные игры. Вот, за общением и так далее, да. Кто-то по свадьбам, на той, да, вот погулять, там, потанцевать и так далее. Вот. Есть люди, которым нужен вот этот социальный отдых. Сенсорный отдых. Вот. Сенсорный отдых сейчас тоже это то, что нужно просто всем. Это отдых от вот этого всего. Вот. Сенсорный – это отдых для наших глаз, для нашего слуха, вот, для нашего обоняния. Зависит от того, опять же, где мы проводим больше времени. Кто-то может проводить много времени в шумных помещениях, да, вот, и нужна просто вот эта тишина. Вот кто-то за компьютером, и нужно, чтобы глаза отдыхали, и, может быть, тоже на природу посмотреть на зеленые деревья, да, вот, глаза отдыхают. Для кого-то нужно, вот, да, кто-то работает там, я не знаю, на кухне, да, вот, и вот эти вот все запахи, хочется тоже отдохнуть, и вот не было, чтобы, или там парфюмерии, да, вот где-то еще, вот хочется отдохнуть от всего этого. Вот, то есть все вот зависит, да, вот, может быть, там тоже ничего не есть, да, такого вот, потому что постоянно нужно там для дегустаторов, да, вот нужен отдых тоже свой. Вот это вот все про сенсорный, да, вот отдых. Кто-то работает постоянно, вот, ну, да, вот соприкасаясь с чем-то, да, вот и хочется как-то от этого отстраниться, вот никто меня не трогайте. Вот, все зависит от рода деятельности тоже. Вот. И креативный отдых, креативный это не значит, что вот надо что-то творить руками и так далее. Вот, креативный отдых это может быть там прыгнуть с парашюта, вот, сходить на танцы, вот, спеть в караоке. Да, вот, может быть, вот там слепить что-то такое красивое, да, там, вот, может быть, там, вот, я не знаю, там, постричься пойти, да, вот это тоже такое вот кому-то, сходить в баню, да, да, это тоже может быть креативный отдых. То есть вы думаете, вот что на самом деле вам в этом плане необходимо. На концерт сходить, в театр сходить, вот. В церковь сходить, да. Вот. Вот сейчас я хочу, чтобы мы такую небольшую практику сделали, да, с вами. Вот. Потом чуть поразмышляем. Вот сейчас все просто вот комфортно сядьте и закройте глаза. Вот сядьте комфортно, вот как вам удобно. Хотите, приляжьте, если вам хочется прилечь, вот стульчик, достаточно мест. Вот. Хотите, приляжьте даже, вот, прилягте. Закройте глаза и прислушайтесь к своему телу, где вы чувствуете напряжение. Вот, в какой части вашего тела? Может быть, где вы чувствуете какую-то боль в вашем теле. Вот это может быть напряжение, да, вот в лобной части, может быть, мысли беспокойные не дают вам расслабиться. Вот это может быть ваши плечи, это груз ответственности. Это может быть бедра, я не знаю, что, да, вот много ходите. Вот. Или мало ходите, да, вот, или сидите часто, да, вот, или это тоже прогруз какой-то, вот, позвоночник беспокоит, ноги, руки, может быть, глаза, то есть просто почувствуйте свое тело сейчас, пару минут просто побудьте с собой. И вот, прислушиваясь к своему телу, просто тоже подумайте, вот, какой тип усталости присутствует у вас сейчас. Вот это физическая усталость, это ментальная усталость,
социальная, сенсорная, может быть, креативности не хватает в вашей жизни. Вот какой тип усталости вы чувствуете? Душевная, духовная усталость, эмоциональная усталость. Вот тоже поразмышляйте о том, вот какое занятие вызывает у вас чувство глубокого удовлетворения. Вот, даже если оно требует каких-то усилий, вот, что дает вам удовлетворение? Я люблю кушать тоже, вот, мне важно хорошо покушать. Да? Вот, как вы можете это делать чаще, да, вот, радовать себя чаще? Может быть, наоборот, нужен разгрузочный день, да, вот, желудок не болит, да? Угу. Хорошо, 4-й принцип поддержания здоровых ритмов – это культивирование общины. Вот, культивирование здоровых отношений. Отношений, которые нас поддерживают, да, вот, которые наполняют жизнью. Это также про то, чтобы избавиться от отношений, которые, наоборот, наносят нам вред, вот, которые могут вести нас не туда. Да, вот, определенные токсичные отношения в наших жизнях. Вот, это также про то, чтобы культивировать отношения лицом к лицу. Вот, потому что, опять же, мы думаем, что вот, выйдя в социальные сети, да, вот в чате, что это заменит нам истинное общение. Не заменит. Вот, это тоже иллюзия. Ничто не заменит как бы, соприкосновение с человеком лицом к лицу. Вот. Когда мы видим человека, да, мы видим эмоции, мы обмениваемся этой энергией, да, вот через экран этого невозможно. Вот. Поэтому не пытайтесь заменить истинные, да, вот отношения лицом к лицу общением в социальных сетях. Вот. Это не равно одно другому. Но это если только с близкими людьми. А если существуют родительские чаты, мама дорогая, лучше лицом к лицу не сталкиваться. Да, вот это может быть отношения, да, которые вот вытягивают с нас энергию, да, определенную. Вообще тоже исследования показывают, что польза от отношений, развития, да, вот близких таких отношений, это не только эмоциональная польза, но и биологическая польза. Каким образом? Когда мы общаемся с близкими людьми, мы быстрее восстанавливаемся от болезни. Вот это доказано просто. Вот это проведены исследования, это доказанный факт. Вот нам становится лучше, когда рядом люди просто, которые могут нас выслушать, да, вот поддержать, там, принести нам супчик, просто побыть с нами. Да, вот у меня, например, сестренка. Я живу со своей младшей сестренкой, вот, ей уже достаточно лет сейчас, но тем не менее. Вот, но в моменты, когда она болеет, она вот приходит ко мне в комнату, вот она может просто лечь рядом, и ей нужно просто подержать меня за руку. Вот, и она сразу чувствует себя лучше. Вот один раз у нас было такое, тоже вот вечером плохо она спала, у нее было учащенное сердцебиение, вот что-то у нее было такое, я не знаю, что конкретно. Я была в отъезде, вот она позвонила, у нее какая-то тревожность такая сильная была, мы поговорили, пообщались, и она потом говорит, знаешь, мне лучше стало. Вот. Несмотря на то, что это было на расстоянии, но ей нужно было просто поговорить, потому что она у меня экстраверт просто. Вот. Мне, наоборот, нужно побыть одной, вот, а она, вот, ей нужны отношения. Вот. И несмотря на то, что у нас еще и кот, вот кот ей в этом плане не сильно помогал, вот, но она позвонила, мы с ней поговорили, она говорит, знаешь, мне стало лучше. Вот. То есть ничто не заменит вот такие вот, ну, вот близкие отношения, да, вот, и такое общение. Вот. И отношения помогают нам в поддержании нашего здоровья тоже, и вот в целом восстановлении. Как мы можем укреплять отношения, да, вот, и укреплять нашу общину, да, вот, отношения в общине? Вот. Первое – это установите ограничения на время в социальных сетях. Вот. Не заменяйте истинное общение лицом к лицу социальными сетями. Вот. Старайтесь насколько это возможно, да, встречаться лицом к лицу, проводить качественное время общения друг с другом. Вот. Найдите, да, определите для себя общие интересы, вот, что вам нравится делать. Да, и даже если они отличаются, все равно служите этим друг другу.
Вот. В один раз делайте что-то вместе, что вам нравится, в другой раз что-то другому человеку нравится. Вот. Так вы тоже можете узнать друг друга лучше. Вот. Но не заменяйте все социальными сетями. Вот. Второе – это планируйте привычки, инвестируя в развитие личных отношений. Вот. Подумайте о том, вот опять же, это малая группа, да, мы говорили о дисциплинах, это подотчетные отношения, группа завета, это духовные друзья, да, вот что поможет вам инвестировать в развитие личных отношений ваших. Вот. Давайте немного тоже поразмышляем. С кем вам нравится проводить время? Вот просто подумайте, может быть, какие-то имена приходят вам на ум. Кто знает вас глубоко и заставляет вас меняться и расти в лучшую сторону? И как вы можете проводить с этими людьми больше времени, более регулярно? Что вам для этого нужно? Пятый принцип от Дэниела Сиха – это принять тишину. Вот, особенно, опять же, в наше время, когда вот все кричит вокруг, да, вот, мир движется быстро, новостей просто вот очень много, доступ к информации огромен, и наш мозг просто не успевает. Вот, за всем, и ему очень тяжело найти вот эту тишину. Вот, что такое тишина? Да? Тишина – это спокойствие, это время вдали от отвлекающих факторов, да, вот от всяких уведомлений. Это время наедине с собой. Это своего рода молчание, но это не просто отсутствие речи, но это успокоение ума для глубокого слушания. Вот, тишина и молчание для того, чтобы мы могли глубоко слушать. Вообще молчание и уединение – это вот древние исторические практики. Часто они описываются вместе. Вот, если уединение – это время вдали от других людей, вот, то молчание – это время вдали от шума. Вот. Они могут практиковаться отдельно вот, или практиковаться вместе. Профессор поведенческих наук Уэйн Оутс так говорит о молчании. Молчание не является родным для моего мира. Вот. Молчание, более того, это чужое для вашего мира. Если мы с вами хотим молчания и тишины в наших шумных сердцах, нам придется его вырастить. Вы можете взрастить тишину в своем шумном сердце, если вы цените ее, дорожите ею и стремитесь ее питать. Вот. А молчание – это не то, что нам присуще. Вот. Это то, что нам нужно взращивать. Вот. А молчание и тишина – это то, что возникает само по себе очень редко. Вот. Это то, что нам нужно принимать намеренно. Вот. Нам нужно прилагать для этого усилия. Принятие тишины помогает нам в следующем. Вот это то, что развивает наше самоосознание, вот, наше понимание, вот, кто мы есть. Вот опять же, это вклад в понимание нашей идентичности. Вот, когда мы можем просто принять тишину и слушать, что Бог нам говорит вот, о себе, кто мы есть. Принятие тишины укрепляет наши личные убеждения, наши ценности, нашу решимость следовать за Богом, вот, исполнять Его призвание. Иисус был примером вот, принятия такой тишины. Он часто уединялся, да, вот, был просто в молитве, в общении с Богом. И это то, что укрепляло Его убеждение, да, вот, в том, кто Он есть, и то, куда Ему следует идти. Как быть, если вот собственные мысли мешают развивать самосознание? Для этого нужно время, и это тоже навык. Первое, наверное, это дать им течь. Вот, да, одна из таких практик, вот как отпустить... Но, нет, это практика. Вот потом это придет, когда вот мысли просто, вот, вы не будете обращать на них, они могут вот просто течь, а вот одно из таких это что представить, что мысли – это река, вот просто утекающая река. Вот, и они просто, пусть они потоком текут. Если их много, это нормально в тишине, вот первое время, да, в начале практики, когда много мыслей.
Вот. Через какое-то время мысли начнут утихать. Вот. И вы начнете слышать более вот этот внутренний ваш голос, вот голос Бога, вот не своих мыслей. Но это все со временем приходит. Принятие тишины помогает нам быть внимательными к шепоту души и голосу Бога. Вот это то, о чем мы говорим. Вот не к нашим мыслям, да, вот, но когда мы начинаем отпускать наши мысли, мы более внимательны к голосу нашей души и голосу Бога. Вот. И принятие тишины также помогает нам иметь целостный взгляд на нашу жизнь. Вот. Задавать важные вопросы себе, опять же. В общем, это видео, это был сплав по реке, это рафтинг вот на одной из программ. Все, что там происходит на этом видео, вот это брызги. Вот, это такая бурная, там вот много шума, это вот крики и так далее. Вот. И это на самом деле было весело, но часто это то, вот как нам представляется наша жизнь, как она вот течет, да, вот это борьба, это общение, да, это веселье, это вот какие-то крики, кому-то что-то не нравится, кто-то вот отстраненно сидит. Да, и это на самом деле классно, но во всем этом, вот в этом шубе, да, вот в этих вот действиях мы можем упустить красоту вокруг. Вот, я помню, при вот одном таком сплаве мы ехали, и вот один из братьев, мы что там болтали, тоже вот плескались, он говорит, давайте мы просто посидим в тишине. Вот посмотрим вокруг, вот посмотрите, какая красота. Вот, потому что во всех наших вот действиях, стараниях, вот работе и так далее, мы просто можем упустить то, что происходит вокруг. Вот, упустить какие-то благословения, которые Бог дает. Вот, какие-то важные моменты жизни, да, которыми мы можем насладиться. Вот, или даже просто вот красотой этих гор, вот этой реки. Вот, если бы мы только могли остановиться вот, и не создавать трудности друг для друга даже, да, вот как здесь. Вот, вода была очень тоже холодная, поэтому вот столько таких возгласов. Пример Христа, да, вот, как Он принимал тишину. Вот, здесь как бы примеров, в принципе, много. Вот, Он уходил на гору один молиться, да, вот, был вечер, Он оставался на горе, на рассвете Он уходил из города в безлюдное место, вот, часто уходил в безлюдные места, молился. Вот много-много примеров мы можем видеть, когда Иисус просто отстранялся, да, вот, и был с Отцом, вот, был просто в тишине. Паркер Палмер говорит, да, что лидер, мы также можем применить это вот просто к любому христианину, да, вот к любому верующему последователю Христа. Это человек, который должен взять на себя особую ответственность за то, что происходит внутри его самого, внутри его сознания, чтобы акт лидерства вот, или акт, да, вот, нашей веры, да, вот, нашего следования за Христом не принес больше вреда, чем пользы. Вот, нам важно уделять время тому, чтобы осознавать, что происходит внутри нас. Вот, чтобы вот, выражение нашей жизни приносило пользу, а не вред. Тоже немного времени для размышления, как вы можете практиковать молчание и тишину на ежедневной основе. Вот, и даже думая об этом, вот, как вы чувствуете. Вот это реалистично, вот нет, да, это пугает или наоборот привлекает. Вот. И в этой тишине, как вы слышите голос Бога в своей жизни, что помогает вам слушать голос Бога, вот, а что мешает слушать Его голос. Вот, опять же, свои мысли, да, вот, незаконченные дела, вот, бесконечный список дел, другие люди. Что мешает? Я предлагаю взять время тишины сейчас, полной тишины. Вот, просто чтобы понять, как она ощущается. Я засеку время, потом я вам скажу, сколько времени было, потому что мне интересно, как вы ощущали это время. Вот, и сейчас мы будем просто в полной тишине. Хорошо, как ощущение, как время, как думаете, сколько времени было? Каждому по-разному, некоторым людям это очень много времени. Вот мне говорили, как ощущается, как будто 10 минут было.
Вот, и это больше говорит о том, что людям тяжело. То есть вот тишина, она такая вот, для меня это вот почему так быстро. Вот. 3 минуты. 3 минуты, да. Вот. Даже вот 3 минуты, вот это хорошая практика. Но оно еще не дает отбросить всякие мысли, которые тебе просто мешают. Да. Вот. И это вопрос практики. Вот. Когда мы это, чем больше мы это практикуем, тем быстрее мы можем отключаться. Вот. И даже, может, 1 минуты в тишине достаточно. То есть вы уже можете быстро отключать мысли и просто насладиться тишиной. Вот. Поэтому просто пробуйте для себя, может быть, минуту вот в день, да, 3 минуты, 5 минут, вот, может быть, потом в более длительное время, да, возьмете для себя просто быть в тишине. Вот, попробуйте вот, и посмотрите, какой эффект тоже это вам даст. Вот, что это вам откроет о себе больше, вот, о Боге, в целом, как это вам поможет. Что вот здоровый ритм или поддержание здоровых ритмов будет требовать от нас? Вот что нам нужно для того, чтобы у нас были здоровые ритмы? Первое, это, опять же, это присутствие. Вот, присутствие в моменте, вот, присутствие с Богом полное, присутствие с собой, с другими людьми. Вот это наше внимание, вот это наше намерение, которое мы даем этим ритмам. Вот, это требует осознанности. Вот, когда мы к этому подходим, да, к здоровым ритмам, каким-то практикам, вот, подходить к этому осознанно. Вот, это будет требовать от нас дисциплины. Да, вот это то, о чем мы вначале тоже говорили, да, вот это про дисциплину. Вот, если мы хотим поддерживать здоровые именно ритмы, вот, для многих из них нужна дисциплина. Вот, какие-то из них захочется просто бросить через какое-то время. Вот, важно понимать, что мы можем экспериментировать. Вот, те ритмы, которые подходят для меня, не подойдут для вас. Вот, они не будут вас восстанавливать. Вот, ваши ритмы меня могут не восстанавливать, вот, и будут большим вызовом. Поэтому здесь тоже нужно смотреть, вот, что для вас работает, но нам нужно пробовать и экспериментировать с ритмами. Вот, и будет требовать от нас оценки. Вот. Опять же, оценивать, что подходит, что не подходит, что дает жизнь, что забирает жизнь, что мне нужно конкретно в данном сезоне жизни. Вот. Потому что сезоны жизни меняются, да, вот обстоятельства вокруг меняются. С детьми, с маленькими мне нужны одни ритмы, да, вот без детей другие ритмы. Вот замужем с семьей одни ритмы, вот холостым другие ритмы. Зависит от рода деятельности. Вот, вот все это требует оценки. Вот, и, может быть, смены вот этих самых ритмов. То, что работало для меня там пару даже лет назад, сейчас уже не будет, может быть, работать. И не будет так восстанавливать меня, как вот то, что было раньше. Вот, поэтому важно оценивать, экспериментировать, вот, и с осознанностью к этому относиться, вот, и также с дисциплиной. Подытоживая, да, для чего нам нужны здоровые ритмы. Вот, они нужны нам, чтобы понимать, где мы находимся в наших отношениях с Богом. Это первое, с чего мы начали. Да? Вот наше формирование духовное – это наши отношения с Богом в первую очередь. Вот, духовные ритмы, да, вот здоровые духовные ритмы помогают нам понять, где мы находимся на пути нашего формирования веры. Вот, как Бог формирует нашу веру. Вот, с помощью чего Он формирует нашу веру в этом сезоне жизни. Понимать, где мы находимся в осознании нашей идентичности, вот, нашего призвания и нашего влияния. Вот, где мы находимся в нашем принятии боли и страданий. Да, это то, что мы говорили в прошлый раз. Вот, и где мы также находимся в отношениях с другими людьми.